Баку – город ветров, огней и невероятного гостеприимства. Здесь Восток встречает Запад, старинные улочки сменяются футуристическими небоскребами, а за одним столом легко уживаются блюда национальной кухни и модные гастрономические эксперименты. Это столица, которая находится ниже уровня моря на 28 метров, но ее дух невозможно прижать к земле. Баку часто называют городом ветров, но нам повезло, в этот раз ветер был исключительно мягким и приятным, добавляя городу еще больше шарма. Баку – это место, где на узких улочках старого города оживают истории веков, а чуть дальше, на проспекте Нефтяников, будущее уже наступило. Город-контраст, город-ураган, город-огонь. Мое знакомство с этим городом началось с Бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева. Уже в 2020 году он был признан лучшим в мире среди аэропортов, обслуживающих до 5 миллионов пассажиров в год. И честно, это совершенно неудивительно. Стильный, современный, с потрясающей архитектурой, он сразу задает правильное настроение для знакомства со страной огней. Паспортный контроль – просто восторг. Если вы резидент Эмиратов, визу можно получить прямо на месте за $30 всего за пару минут. А мне с казахстанским паспортом виза вообще не нужна. Но даже без этого я была впечатлена скоростью и удобством процесса. И вот что запомнилось. Женщины на паспортном контроле. Я всегда обращаю внимание, насколько активно женщины представлены в таких профессиях. В Баку их много, и все они невероятно красивые. Но вот покупка сим-карты заняла в 3 раза больше времени, чем весь паспортный контроль. Медленно, неудобно и только за наличные. Контраст, конечно, заметный. Такси мы вызвали через приложение Bolt. Выбрали бизнес-тариф, так как я где-то прочитала, что лучше не брать эконом. Но забегая вперед, скажу, что за время путешествия мы попробовали все тарифы, и эконом, и даже эко. Водители везде были отличные. Разница была только лишь в классе машин. Вот такой старт Баку. Ну что, начинаем знакомство с этим удивительным городом. Доброе утро! Баку, я не поняла, ты что такой классный? Мы вчера прилетели ночью, сразу немного прогулялись, без особых планов заглянули в первый попавшийся бар, который, как оказалось, больше рассчитан на мужскую аудиторию, если вы понимаете, о чем я. Но там нас ждал приятный сюрприз. Потрясающий исполнитель, который просто заворожил своим голосом. Он пел на азербайджанском, русском и английском, исполняя мировые хиты так, что мурашки бежали по коже. И я в каком-то диком восторге. Очень красиво. Ощущение, что я где-то как минимум в Вене. Чисто, красиво. Сегодня с утра так прохладненько. Сейчас идем за кофеем. Снова. Что-то вчера какой-то полет был странный. Но не суть. Короче, Баку просто мне очень сильно нравится. Я как ребенок сегодня, точнее, со вчера ждала утра, чтобы быстрее проснуться и идти смотреть все это дело. Поэтому мы начинаем. Азербайджан. Утро в Баку началось с легенды. Мы пошли за кофе в Бруклин Кофе, место, которое работает с 1952 года. Кофе, если честно, самый обычный. Но вы только вдумайтесь. Более 70 лет одно и то же место открывает свои двери каждый день. А после кофе решили окунуться в традиции и отправились на завтрак. Заказали деревенский завтрак на двоих. Сыр, масло, овощи, зелень, вареные яйца, картошка фри, мини-мен, сигара-бурек и безлимитный чай и хлеб. Все это за 35 манатов. И да, традиция завтракать медленно и с удовольствием – это отдельный вид искусства, которому в Баку можно поучиться.
пришли в старый город, и сразу на входе, пока я снимала милую кошечку, к нам подошел гид, который меня просто оставил без слов. Вы откуда, ребята? Возьмите карту. Мы Египет, Казахстан. И он сразу выпалил не 3 слова, не 2 предложения, а целую речь. Сначала на арабском, а потом на казахском. Парень чисто русской внешности, но говорит на многих языках, на 6, по-моему. Вау. В общем, мы взяли контакты по городу. Сейчас мы с вами погуляем. И, может быть, завтра или послезавтра поедем, съездим, посмотрим, что за пределами Баку. Старый город Баку, который называется Ичили-Шехер, окруженный древними стенами XII века, это отдельный мир, который до сих пор живет своей жизнью. Этот уникальный уголок Востока был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо в 2000 году. И как только попадаешь сюда, сразу понимаешь, почему. Узкие улочки скрывают не только старинные дома и дворцы, но и современные галереи, сувенирные лавки, уютные кафе и рестораны с национальной кухней. Здесь до сих пор живут тысячи бакинцев, которые добавляют этому месту особую атмосферу. Ну и, конечно же, котики. Но самая загадочная достопримечательность Ичили-Шехер – это Девичья башня. Ее происхождение покрыто тайнами, и никто до сих пор не знает, была ли она оборонительной крепостью, обсерваторией или чем-то еще. Башня Газгаласа. Вокруг нее ходит много легенд. Считается, что она построена в период с 12 по 13 век, но основание и некоторые части башни построены еще в V веке. Вокруг башни ходит множество легенд, одна из которых гласит, что именно с этой башни спрыгнула принцесса, которая не хотела выходить замуж. И чтобы избежать этого нежеланного замужества, она прыгнула в море, и поэтому башня теперь носит название Девичья башня. Гуляя по Ичили-Шехер, нельзя пройти мимо Джума-мечети. Ее история уходит в XII век, но в том виде, в котором мы видим ее сегодня, она была перестроена в конце XIX. Это шиитская мечеть, и на входе сразу привлекают внимание надписи. С одной стороны, имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а с другой – Али, первого имама, воина и праведника, которого шииты почитают с глубоким уважением. Ичили-Шехер – это город внутри города. Каждая улочка, каждый камень помнит историю, но при этом место остается живым, меняющимся. Здесь легко почувствовать дух времени и окунуться в культуру, которая сочетает в себе традиции Востока и веяние современности. Теперь отправляемся к морю. Достаточно просто перейти дорогу, и вы окажетесь в одном из самых знаковых мест Баку – Приморском бульваре. Эта набережная протянулась на 25 километров вдоль побережья Каспийского моря. Она идеально подходит для неспешных прогулок, поиска живописных уголков и, конечно, создания тех самых атмосферных кадров, которые сохранят воспоминания о Баку. Но прежде чем устремиться к морю, я остановилась у памятника великому Муслиму Магомаеву. И это не просто памятник. Это настоящая музыкальная достопримечательность. Нажимаете кнопку, и из динамиков льется его неповторимый голос. 5 мелодий, каждая из которых словно погружает вас в особую атмосферу прошлого, где талант Магомаева был настоящим культурным достоянием. Интересный момент, пока я сидела под теплым декабрьским солнцем, слушая его песни, прохожие стали останавливаться. Музыка будто притягивала людей, создавая вокруг уютную, практически семейную атмосферу. Это был, пожалуй, один из лучших моментов всей поездки в Баку. Теперь о самом Каспийском море. Это не просто географическая точка, это целая история. Несмотря на привычное название Каспий, на самом деле озеро, но такое огромное, что его называют морем. Чтобы понять масштаб, площадь как территория всей Германии, а вода здесь соленая, но в 3 раза менее, чем в океанах. Ну что, вот мы добрались до Каспийского моря. И пока мы летели, я посмотрела на карте и поняла, что я была, кстати, с нескольких сторон. В Актау, в Жанаозене. Там раньше был, не знаю, если сейчас просто великолепнейший курорт. По-моему, назывался Кендер, я точно не помню. Актау, Атарау, Жанаозен.
И в Астрахани, по-моему, тоже Каспийское море, но что-то я не сильна. Надо посмотреть. Вот теперь с четвертой стороны получается. Красота. Погода кайф вообще, очень-очень сильно радует. Так свежо на улице, бодро, но солнышко греет. Класс. Чайки жирные и кошечки везде. Каспий замкнут. Представьте, в него впадает более 100 рек. И главная из них – Волга, которая приносит 80% всей пресной воды. Это создает уникальную экосистему, которая привлекает ученых со всего мира. Имена Каспийского моря тоже удивляют. Древние греки знали его как Герканское. В русских летописях оно было Хвалынским, а нынешнее имя произошло от племени Каспиев, которые жили здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры. А еще Баку – это колыбель мировой нефтедобычи. Здесь в 1847 году пробурили первую нефтяную скважину. Представьте, какой прогресс начался именно с этого места. Но Каспий славится не только нефтью. Это дом для осетровых, чья черная икра считается одной из самых ценных в мире. Здесь сосредоточено 80% мировых запасов осетровых, что делает море не только уникальным природным, но и экономическим объектом. Фишка Баку заключается в том, что здесь вы можете посмотреть сразу несколько городов. Тут вам и Лондон, тут вам и Сидней, и Торонто, и Сингапур, а здесь с этой стороны Австрия. Ну что, друзья, это, пожалуй, одна из самых крутых набережных, которые я видела. Представьте, здесь растут 200-летние баобабы, привезенные аж из Аргентины, и итальянские оливковые деревья, которым по 160 лет. Это не просто набережная, это какой-то ботанический музей под открытым небом. Мы только что сходили попробовать очередные национальные блюда. Сегодня в меню на ланч у нас была дюшбара, люля из баранины и еще что-то из баранины. Но почему-то здесь называется бастурма, хотя бастурма, в моем понимании, это кое-что другое. Место супер аутентичное, очень много людей, огромный поток людей, обслуживание достаточно медленное. От дюшбары я ждала очень больше. Но интересно, но я не скажу, что вау. А вот люля мне очень зашел, и хлеб очень-очень-очень вкусный. Прям классный. Еще такой интересный факт. Заметила, что в азербайджанском языке «ха», так же как в арабском языке эмиратского диалекта, читается как «г». Не «кальби», а «гальби». Ресторан, в котором мы были, называется «Гайнана». Пишется через «хав», то переводится как «хамать». Это что? Свекровь. Тетушка на входе сидит, прям очень интересно. Еще рядом сидела женщина возле ресторана. Очень фактурная, просто как из кино. Я что-то постеснялась ее подснять к этому. Ростовской. Азербайджан известен своей заботой о безопасности гостей, особенно в столице Баку. Город круглосуточно патрулирует, а каждый уголок находится под видеонаблюдением. И кажется, что камер здесь даже больше, чем в Дубае. А в туристических зонах часто можно встретить стражей порядка, что создает комфортную и спокойную атмосферу для путешественников. По данным 2024 года, Баку – один из самых безопасных городов региона. Индекс преступности здесь всего 1,5 из 5, а индекс безопасности – 3,3 из 5. Время 12 ночи. Мы решили, что нам нужно попить чай, но не в номере, а вот так, возле метро, с вот такой вкусной шоколадкой, очень вкусная. Зашли, взяли в супермаркете чай, печенька, шоколадка, не знаю, что это, но прям капец вкусная, стоит копейки. И стоим, наслаждаемся музыкой с проезжающих машин. Никуда в клуб идти не надо даже. Доброе утро! Мы отправляемся на завтрак, который я очень хотела. Будем пробовать кутабы. Это очень смешно. Мы приехали, и вот кутаб-хаус выглядит вот так и закрыт. Я думаю, что мы все-таки не туда приехали просто, потому что я же смотрела, там был вроде как ресторан.
Может быть, даже и хорошо, что Кутабы были закрыты, потому что мы случайно забрели в очень классную кафешечку. Тут так красиво. Вкусный кофе. Интересный выбор для завтраков. Я заказала себе тост с копченой уткой, крем-чизом, рукколой и чатни. Прям интересное сочетание. Муж взял панкейки, тоже вкусненькие. Классное, правда, красиво. И обслуживание супер хро. Очень-очень приятный молодой человек нас обслуживал. Центр Гейдара Алиева носит имя третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Здание было спроектировано в 2007 году известным иракским архитектором Захой Хадид, которую часто называют «королева кривых». Внутри расположено множество экспозиций, начиная с истории, ковров, одежды. В общем, есть на что посмотреть. Обязательно сюда приходите, вход стоит 15 манат. Центр Гейдара Алиева – это не только впечатляющая архитектура, но и пространство, наполненное культурой и историей. Внутри здания расположено несколько этажей, каждый из которых раскрывает уникальные грани Азербайджана. Первый этаж встречает посетителей выставками, посвященными культуре, истории и национальной идентичности. Здесь очень много интерактива, я такое обожаю. Например, вот ты идешь по годам, начиная с 1900. На каком году мы сейчас? Допустим, 1992 год. Можно посмотреть картинки, почитать, что было, но самое интересное, под каждым таким экспонатом ты подходишь, и вот здесь, вот так покажу, вот здесь ты нажимаешь, допустим, что ты хочешь послушать, и слушаешь. По-моему, очень круто. Реально классно. Здесь можно увидеть редкие артефакты, народные костюмы, ювелирные украшения и традиционные музыкальные инструменты, которые рассказывают о богатом наследии страны. Так, этот зал — это мой личный восторг просто. Когда я была в Астане летом в музее, я смотрела инструменты и подумала, как было бы круто, если бы их можно было еще послушать. И что вы думаете? Мы сейчас находимся в этом центре, это зал с инструментами, и тут можно вот так подойти, посмотреть инструмент, прочитать, как он называется, это у нас САС, и послушать. Класс. На верхних этажах вас ждут современные инсталляции, посвященные искусству и дизайну, а также временные выставки, которые демонстрируют творчество как азербайджанских, так и мировых художников. Особое внимание привлекают экспонаты, посвященные Гейдару Алиеву, фотографические архивы, личные вещи и документальные фильмы о жизни лидера. После центра Гейдара Алиева мы отправились в KFC. Обязательный пункт программы. Да, я знаю, что звучит немного странно, особенно в стране, где столько вкусной местной кухни. Но у нас в Эмиратах нет вкусных крылышек в KFC, и поэтому мы всегда едим их в других странах. Самые вкусные были в Грузии. Надо попробовать их и в Баку. Если вы планируете поездку в Баку, знайте, выбор отелей тут огромный. На букинге можно найти варианты на любой вкус и кошелек. Хотите ближе к центру – будет немного дороже. Чуть подальше – вполне бюджетно. Мы остановились в отеле «Интерконтиненталь». Просторные, чистые, стильные номера – все, как я люблю. Расположение идеальное. Пешком можно дойти до большинства достопримечательностей, а вокруг отеля уйма классных ресторанов и кафе. Кстати, не могу не отметить качество воды в Баку. Это какое-то волшебство. Вода здесь настолько мягкая, что волосы после нее как будто ты только что вышел из салона. Причем никаких дополнительных ухищрений в виде миллиона шампуней, бальзамов, масок и спреев не требуется. В отеле есть все необходимое. Бассейн, тренажерный зал, спа. Мы даже заглянули на массаж. Сказать, что это был лучший массаж в моей жизни, не могу. Но для отдыха после насыщенного дня самое то. Кто-то довольный пирожочек, весь такой в масле. А в клуб мы, кажется, сегодня точно не пойдем. Потому что я теперь супер на релаксе. Время пить чай.
Ну и какой же вечер в Баку без стаканчика чая? Кстати, вот эти замечательные красивые стаканчики называются армуда. Интересный факт, что вот здесь чай быстренько остывает, чтобы не обжечься, а вот здесь, в талии этого стаканчика, назовем это так, он, наоборот, сохраняет тепло и остается горячим. На ужин мы отправились в ресторан «Сыроварня». Очень атмосферное место, где чувствуешь себя как на ферме. Красивый интерьер, приглушенный свет, спокойная музыка – все продумано до мелочей. Главная фишка ресторана – собственные сыры, которые делают прямо здесь, и пицца из дровяной печи. Мы заказали домашний салат с овощами, шашлык из говядины, равиоли с лососем, а на десерт – крем-брюле. Это был вкусный финал насыщенного дня. Счет на двоих вышел 131 манат. Доброе, бодрое, свежайшее утро. На улице классная погода. Вообще, по прогнозу, были дожди на все дни, когда мы сюда ехали. Но что-то пошло не так, и погода просто кайф. Солнышко, оно еще только выходит. И вчера была солнечная погода. И так приятно, свежо. Короче, нравится. Очень нравится. Знаете, есть места, которые не просто радуют вкусной едой, но и создают особую атмосферу. Вот вчера, после потрясающего вечера в сыроварне, мы решили продолжить наше гастрономическое путешествие и отправились на завтрак в Новиков кафе, соседнее заведение того же владельца. И сразу понимаешь, здесь знают, как удивлять. Официант подходит и спрашивает с легкой улыбкой, что пожелает джентльмен, а что предпочтет дама. Кажется, это такая мелочь, но детали, именно такие детали, и делают момент. И ты еще даже не попробовав кухню, понимаешь, что тебе уже тут нравится. Но еда, кстати, тоже была классная, и кофе был отличный. А теперь идем в Национальный музей истории Азербайджана. Музей находится в историческом здании и открыт с 1920 года. Добро пожаловать в Национальный музей истории Азербайджана. Построенный в начале 20 века, это бывший особняк одного из самых известных нефтепромышленников Азербайджана – Гаджи Зейналабдина Тагиева. И даже если вы ничего не слышали об этом человеке, поверьте, за его именем скрываются невероятные истории о богатстве, благотворительности и влиянии на судьбу страны. Когда вы заходите внутрь, кажется, что попали в какой-то сказочный дворец. Но этот музей не только про красоту. Здесь хранятся более 300 тысяч экспонатов. Здесь монеты, которым больше 2000 лет. Они свидетельствуют о том, что Азербайджан всегда был перекрестком мировых путей. А вот здесь оружие времен Кавказской войны. И, конечно же, как без национальных костюмов, украшений и ковров, которые будто переносят нас в древние азербайджанские деревни. Национальный музей истории Азербайджана – это не просто коллекция экспонатов. Это такая машина времени, которая позволяет понять, через какие испытания и победы прошел этот удивительный народ. Обязательно включите его в свой маршрут по Баку. История здесь буквально дышит в каждом углу. Пока все думают, что G.W. Андерсон придумал эту знаменитую сумочку с голубкой, она появилась в Азербайджане в 19 веке. Подставка для конфет. Ну, а мы отправляемся дальше, ведь в Азербайджане еще так много неизведанных мест. Так, с историей познакомились, посмотрели, что было в прошлом. Теперь время посмотреть, что в настоящем. Мы отправляемся в галерею современного искусства, которая называется «Ярафт». В Центре современного искусства Ярат проходит выставка Айдан Салаховой под названием «Голоса тишины». В центре выставки инсталляция из 12 кувшинов из белого камня, из которых звучат голоса жертв домашнего насилия. Одной из трагедий, которые нельзя забыть, стала история Салтанат Нукеновой. Эти истории шокируют, заставляют задуматься
и точно не оставляют равнодушными. Но выставка это не только о боли, здесь также представлены уникальные мини-фильмы, исследующие мифы и кризисы современного общества. Например, «Дистопия» Шалалы Саламзады или работы итальянского художника Рица Мане, размышляющего о силе объединения наций. Ну что, культурную программу мы на сегодня выполнили, а теперь пора порадовать не только мозг, но и желудок. Идем пробовать королевское блюдо азербайджанской кухни шах-плов. Это настоящий шедевр. Шах-плов – гордость азербайджанской кухни. В каждом регионе его готовят по-своему, но неизменными остаются сухофрукты, рассыпчатый рис и хрустящая корочка из лаваша, которая называется газмах. Именно она превращает это блюдо в произведение искусства. Ну, ждем. Спустя 40 минут мы все еще ждем плов. Подача просто вау. Это не просто плов, это настоящее королевское блюдо. В Азербайджане шах-плов обычно готовят на праздники и свадьбы, потому что он символизирует достаток и изобилие. Интересный момент, есть версия, что свое имя шах-плов получил в честь шеф-повара Шаха Гусейна Керимова, а по другой версии это отсылка к его важной роли на праздничном столе. А если после плова вы решите отведать десерта, то тогда нужно прямиком идти за бакинской пахлавой. Это один из главных символов азербайджанской кухни. Тонкие слои теста, пропитанные медом, орехи, пряности. Оно буквально тает во рту. Попробовать и не влюбиться просто невозможно. Ура! Я наконец-то нашла баклаву бакинскую. Я очень хочу попробовать, потому что когда были времена, и я ее очень много пекла, рецепт был именно бакинский, поэтому попробовать оригинал. Я очень рада сейчас. Вон. Короче, меньше слов к делу. Начинаем пробовать. У нас есть местные, у нас есть турецкие, туркизилаки есть. Вот это тоже азербайджанская пакета. Это тоже азербайджанский шекербуро называется. Это пахлава с грецким орехом, это с миндалем. И это все с сашками. А сколько хранится баклава? 3 недели, потому что они все готовятся с медом, а не с сахаром. И мы предоставляем клиентам попробовать перед тем, как купить. Вечер в Баку – это всегда выбор между спокойствием или драйвом. Если хочется чего-то камерного и уютного, отправляйтесь в место под названием Best Place. Здесь царит атмосфера настоящего джаз-клуба. Это достаточно небольшое пространство, уютное, где есть живая музыка, приглушенный свет, и можно выпить бокал вина под хорошую музыку. А если ваша душа требует ночных приключений, тогда без раздумий в лучший клуб города «Фома». Это место, где ночная жизнь Баку раскрывается во всей своей красе. Современный дизайн, топовые диджеи, впечатляющее световое шоу и толпа людей, готовая танцевать до самого утра. Мы старые, потому что все, что мы слышим, это тыц. Но самое прикольное, что люди вокруг реально прям enjoy, танцуют от души, так классно, так круто. Но мы можем делать так раз, пристоп, два пристоп, как это называется, и все. Поэтому посмотрели, чекнули, место прикольное. Очень классно, что здесь дресс-код наоборот. Никаких нарядов, каблуков и всего остального. В общем, кроссовки, джинсы и плясать. А мы отправляемся домой, спать, собирать чемоданы и с утра в аэропорт. Ну что, на этом наше путешествие в этот замечательный город заканчивается. Очень классные, очень красивые, очень вкусные, очень добрые, приятные люди. Супер доброжелательные. Обязательно вернусь еще сюда. И не раз, потому что я не попробовала и половины того, что я хотела. Не посетила половину мест, которые были у нас в планах. Поэтому обязательно вернемся сюда весной или летом, может быть. Очень круто. Мы приехали в аэропорт за 10 манат. Обратно взяли такси, Bolt 10 манат. Если отсюда мы ночью ехали, брали бизнес, было 40. Сейчас мы взяли эконом 10 манат.
шикарно. Если вы думаете ехать ли сюда, то обязательно миллион раз да.